У холода не было очертаний, но была тяжесть. Он вдавливал в воду, сдавливал ребра, забирался под шерсть, добирался до самых костей. Вода в эту пору стояла густая, почти липкая, и любое движение давалось не столько усилием, сколько молчаливым позволением стихии. Рыжая кошка вцепилась в край старой доски, когти вошли в древесину так глубоко, будто древесина была последней границей между существованием и исчезновением. Лед тронулся еще несколько суток назад, но мартовская вода не желала считаться с календарем. Она была безжалостной. Первыми отказали задние лапы. Они перестали быть частью тела, превратились в балласт, который тянул ко дну. Передние держались дольше. Когти царапали мокрое дерево, находя мельчайшие трещинки, за которые можно было зацепиться. С каждым вздохом легким становилось тяжелее. Воздух леденил горло, выдохи выходили рваными, сиплыми, легкие словно разучились дышать правильно. Кошка не кричала, не призывала. На жалобы у нее просто не осталось сил. Лишь иногда из горла вырывался звук, странный, прерывистый, похожий скорее на немой вопрос, чем на мольбу. В этом звуке не жила надежда. Только констатация: «Я еще здесь». Вадим вышел из дома в 5 часов 20 минут. Он всегда выходил рано, не по необходимости, а потому что иначе день будто не задавался. В этом раннем часе было что-то настоящее. Город еще не проснулся, люди не торопились, и мир казался не декорацией к жизни, а самой жизнью. Небо на востоке только начинало светлеть, оставаясь бледным, с розоватым налетом, как старая фотография, выцветшая от времени. Мартовское утро пахло талым снегом, сырой землей и дымком из соседской трубы. Кто-то уже растапливал печь, прогоняя ночную прохладу из углов дома. Вадим шел не спеша, руки в карманах, слушая, как хрустит под ногами подмерзшая грязь. Путь лежал к пруду, который по привычке называли лесным, хотя лес исчез отсюда лет 20 назад. Вырубили, обещали посадить новый, да так и забыли. Остались лишь несколько кривых берез да замшелые пни. Пристань давно обветшала, сколоченная из досок разного времени и происхождения. Одни были гладкими, другие — шершавыми, с торчащими наружу гвоздями. По прямому назначению ее не использовали уже много лет, но она все еще держалась, будто по привычке, отказываясь исчезать. Туман над водой висел плотной, неподвижной пеленой. Пристань уходила в него и терялась. Вадим уже собирался свернуть к берегу, когда услышал звук. Ни плеск, ни крик. Короткий, сдавленный выдох. Он замер. Прислушался. Звук повторился с той стороны, где пристань. На самом краю он заметил движение. Рыжая кошка висела, вцепившись передними лапами в доску. Шерсть, темная от воды, облепила тело мокрыми прядями. Задняя часть уже ушла под воду, и та медленно подбиралась все выше. Глаза смотрели прямо на Вадима. В них не было паники. Не было мольбы. Только вымотанное ожидание, словно она давно перестала на что-то надеяться, но еще не позволила себе отпустить. Правая передняя лапа дрогнула и начала соскальзывать. Когти скрежетнули по мокрому дереву, в утренней тишине этот звук прозвучал неожиданно громко, будто усилился сам собой. Вадим понял мгновенно, времени почти нет. В мартовской воде жизнь тает быстро. Доска скользкая. А кошка, судя по всему, держалась здесь не минуту и не две. Возможно, всю ночь. Ящик, который он нес, полетел на доски. Вадим опустился на колени, затем лег плашмя, вытянув руку. Расстояние почти метр. Пальцы хватали только холодный воздух. Кошка попыталась перехватиться. Левая лапа дрожала так сильно, что дрожь передавалась доске, потом Вадиму, потом всему этому утру. И лапа медленно поползла вниз. Он рванулся вперед еще раз, рискуя сорваться сам, и понял — не дотянуться. На секунду замер, словно время остановилось. Затем резко вскочил. Веревка. В багажнике. Парашютный фал, память о старых походах, которые давно закончились. Он бежал так, как не бегал много лет. Сердце грохотало в ушах. Мысли короткие, хлесткие. Только бы успеть. Когда вернулся, кошка была еще ниже.
Мордочка почти касалась воды. Дыхание стало редким, с паузами, в которых угадывался конец. Вадим обвязал фал вокруг столба, сбросил куртку и шагнул в воду. Холод ударил сразу. Не вошел, ворвался. Сковал ноги, обжег кожу, словно пытался остановить. Каждый шаг давался с трудом. Вода поднималась выше колен, мышцы начинали неметь. Подойдя ближе, он увидел, как кошка смотрит на него. Не с надеждой. С глубокой, бездонной усталостью. Она держалась не потому, что верила в спасение, а потому, что еще не прозвучала команда отпустить. «Все», — сказал он тихо, почти неслышно. «Все, маленькая». Он потянул сильнее. Веревка натянулась. В какой-то момент кошка разжала лапы. Он подхватил ее и вытащил на берег. Она была тяжелой, мокрой, безжизненной, как мешок с водой. Изо рта текла вода. Дыхание почти не чувствовалось. Вадим действовал на автомате, давил на грудную клетку, переворачивал, снова давил. А потом кошка закашлялась. Судорожно. Вдох. Еще один. Он завернул ее в свою куртку и только тогда заметил, что сам дрожит не меньше ее. Дальше все запомнилось обрывками, как кадры плохо склеенного фильма. Звонок в службу спасения. Голос диспетчера. Ожидание. УАЗ, запах бензина и сырой ткани. Дорога в ветклинику. Яркий свет, запах антисептика, въедающийся в нос. Коридор. Плакаты о вакцинации и собачьих зубах. Вадим сидел, глядя в пол. Он никогда не держал животных. Никогда не думал, что окажется здесь из-за кошки, найденной на старой пристани. Врач сказала, шансы есть. Аспирационная пневмония, критически низкая температура. Но кошка сильная. Он остался ждать, ночью не спал. Позвонил в клинику, ему сказали, что кошка начала проявлять характер. Эта фраза почему-то зацепила. Характер значит жизнь, он забрал ее. Купил миски, корм, лоток. Назвал Рыжкой, не сразу, будто проверяя, подойдет ли имя. Рыжка не мяукала. Она ворчала, урчала, наблюдала. Боялась воды. Даже звук льющегося из крана заставлял ее метаться. Но постепенно страх превратился в настороженность. Она устанавливала свои правила. Спала рядом. Следила за ним. Иногда ложилась у ног, клала голову на его тапок. Прошло время. Рыжка поправилась. Шерсть стала густой, ярко-рыжей, с золотистым отливом на солнце. Взгляд спокойным. Дом наполнился тихими ритуалами. Вечерний чай. Урчание. Совместное молчание. Иногда они шли к пруду. Рыжка сидела рядом и смотрела на воду. Она больше не боялась. Пристань стояла все та же, серая, старая, молчаливая. Вадим гладил ее по спине и думал о том, как много зависит от времени выхода из дома. Он вышел в 5 часов 20 минут, и где-то в этом мире одна рыжая кошка держалась за доску из последних сил, ровно до того момента, когда их жизни пересеклись и стали одной дорогой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!